Здравствуй, мой дорогой зритель, и сегодня на повестке дня у нас возможно новое ограничение трейда, откуда идут подобные новости и как это отразится на обычных игроках. Ну и конечно же последние новости по CSGO и ее многострадальному переходу на новый движок Source 2. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. За окном уже весна, а нас продолжает радовать Hell Store, где можно поднять неплохие скины, играя при этом с реальными людьми. На выбор у вас 3 режима. Классик, где скидываешь оружку в общий стак, и чем больше положишь, тем выше шанс выигрыша. Разумеется, Coin Flip, где ты 1 на 1 сражаешься за право забрать чужой скин. И конечно же колесо. Выбираешь значение и ждешь прокрута колеса. Ну а если тебе не понравился выбитый скин, ты всегда можешь его проапгрейдить. А также ты можешь попытать удачу, открыв бесплатно приз дня, выполняя несложные задания. Ну а при пополнении, если используешь мой промокод, получишь $2 на баланс. Не теряй времени и заходи на Hell Store. Итак, помимо огромнейшего ажиотажа по поводу перехода игры на новый движок, некоторая часть сообщества серьезно озабочена судьбой игровых предметов CSGO и, возможно, будущими ограничениями трейда или того хуже, переосмысления политики предметов в игре. Если коротко, то больше всего об этом, конечно же, переживают фермеры. И те, кто не в курсе, это те типы, что имеют кучу аккаунтов, благодаря которым они лутают предметы в игре. Дело в том, что старожилы ферм застали в свое время момент перехода Dota 2 на Source 2, после чего в данной игре, скажем так, фарм умер, потому что, если не ошибаюсь, стали появляться некоторые непродаваемые предметы и также временные предметы. Увы, досконально точно сказать не могу, но факт того, что фарм умер после перехода, подтверждают многие фермеры. Однако с CSGO и ее переходом все немного иначе и сложнее. Если перекрыть полностью трейд, то и желание пользователей открывать кейсы пропадет, поэтому очень сложно представить, что Valve перекроет кислород создателям скинов, ведь они получают с этого процент. Хотя с другой стороны, они могут их перевести на единоразовый платеж, который, к слову, практиковался в конкурсе «Грезы и кошмары». Но все опять же очень спорно. В основном же страх появился на фоне стремительного нарастания такого подвида фермеров, как мамка-фермеры, которые, в отличие от обычных фермеров, слишком сильно палят, грубо говоря, контору. И чтобы вы понимали, проведу небольшую аналогию. Представьте, что вы обнаружили редкий баг в игре, который дает вам возможность, к примеру, покупать предметы в игре бесплатно. И дабы этот баг не пофиксили, вы, разумеется, стараетесь пользоваться им аккуратно, покупая за бесплатно предметы раз в день. И даже делитесь с этим секретом с небольшой группой людей, которые также понимают, что им нужно пользоваться аккуратно. Но однажды данный баг обнаруживает еще кто-то, но он вместо того, чтобы распространять его среди хороших знакомых, решает рассказать о нем общественности на каком-нибудь форуме. Ну и в итоге из 100, к примеру, человек по-любому найдется 10-15 рыл, которые в первую очередь почувствуют вкус халявных денег и начнут закупать бесплатно по 200-300 предметов в день, благодаря данному багу. Итог, конечно же, будет очевидным. Лавочку прикроют. Так вот, эти 15 человек в данном примере и являются мамка-фермерами. Да, я понимаю, пример достаточно грубый, но самое забавное, что это не шутка. Парочку вак-волн произошло благодаря как раз таки вот таким вот мамка-фермерам. Да и в свое время запрет на продажу ключей, да и появление трейд-бана на 7 дней, это, можно так сказать, тоже частично их заслуга. Поэтому неудивительно, что фермерское сообщество побаивается новых будущих запретов от Valve, тем более на фоне перехода игры на новый движок. И они, скорее всего, будут. Вопрос только в каком виде. Ведь Valve прекрасно знают о фермерах и давно бы уже прикрыла им лавочку. Но вместо этого старается их сдерживать такими вот запретами. Даже вот недавно в одном из обновлений Steam ограничили количество создания аккаунтов в день. Так что, ребята, поживем увидим. Поживем увидим. Огромная благодарность за предоставленную информацию моему админу в Телеграме, который в свою очередь
очередь, не первый год занимается фермой. Ссылочку на него вы найдете в описании под роликом. Ну а мы напоследок быстренько пройдемся по новостям CSGO, которые очевидно связаны с переходом игры на новый движок Source 2. Целую неделю разработчики плотно работают над переходом, чему свидетельствует постоянное обновление DPR и DPRP веток. Причем они настолько сильно вошли во вкус, что даже продолжили работу в выходные дни. Параллельно с этим мы наблюдали, как в закрытом доступе появляются конфигурации и исполняемые файлы CSGO на Source 2 для операционных систем Linux и macOS. Из чего можно сделать вывод, что именно эту неделю они посвятили адаптации новой версии игры для этих систем. Ну а также везде было упоминание CS2, из чего невольно начинаешь думать, что разработчики будут делать ребрендинг игры. Ну и конечно же масло в огонь подкинула еще и новая зарегистрированная марка от Valve, на которой мы также можем наблюдать CS2. И дабы, ребята, накал страстей не спадал, разработчики на своем официальном Twitter-аккаунте вновь сменили шапку, где в свою очередь продемонстрированы 5 логотипов, на которых изображен контртеррорист. И конечно же, разумеется, неравнодушное сообщество сразу стало строить теории о том, что это отсчет времени до релиза. Мол, с каждым днем они будут менять шапку и уменьшать количество КТшников. Но, увы, прошел уже день, и шапка так и не изменилась. И, ребята, не хочу, конечно, вас обнадеживать, но эта теория на самом-то деле до сих пор актуальна, так как любой таймер в начале может показывать одно число хоть 10 дней, пока его, собственно говоря, не запустят. Как, к примеру, на той же бомбе в фильмах. И я на самом деле ни за, ни против данной теории, просто решил ее развить. На самом деле, то, что мы наблюдаем сейчас в обновлениях в закрытых ветках, чуть ли не каждый раз заставляет нас думать, что вот-вот, прям сегодня-завтра будет релиз. И основанием этому можно сравнить переход Dota 2 на новый движок. Все начиналось абсолютно так же, только с другими временными рамками. К сожалению, предугадать релиз беты по опыту Dota 2 не получится, потому что уже некоторые вещи действительно расходятся по времени. И никто, кроме самих разработчиков, не знает точной даты релиза бета-теста. И поэтому нам лишь остается ждать. Что ж, на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!